Так, ну я вижу ваши комментарии, вижу, что у нас люди подключаются. Санкт-Петербург, Белгород, еще Белгород, Латвия, Нижневартовск, Краснодар, Волгоград. Нормальная такая география у нас получается. Тула, Томская область. Супер. Москва, вот, Красноярск. Земляки мои. Очень рад. Так, ну, связь проверили. В принципе, какое-то количество человек у нас уже подключилось. Все заряжены. Давайте начнем общаться. Для начала давайте расскажу вам о себе. Ну, как меня зовут, вы знаете. Зовут меня Николай Андреев. Я массажист. Массажу уже более 10 лет. А если быть точным, с 2012 года, то есть почти 12 лет уже. Я предприниматель. У меня в свое время было 3 студии массажев, в которые принимали до 3000 клиентов в год. Ну, кроме того, еще и школа массажа офлайн, которая сейчас работает в Красноярске. Я блогер, веду YouTube канал. На канале у меня уже 121 тысяча подписчиков. Также я веду онлайн-курсы по массажу, то есть у меня есть видеокурсы по массажу. И я являюсь наставником массажистов. В свое время я обучал массажистов офлайн, то есть проводил офлайн курсы по массажу. Но теперь я понял, что те ребята, которые научились массажу, дальше не всегда двигаются. Поэтому я сейчас помогаю массажистам в продвижении и в частности в продвижении через социальные сети, то есть продвигать свои услуги. Потому что большинство массажистов, которые ко мне приходят, они все хотят работать, все хотят. Кто-то в качестве подработки, кто-то в качестве основной работы, кто-то хочет там перевернуть свою жизнь, начать новую карьеру. А массаж — это такое занятие, оно достаточно благодарное, благостное, можно даже сказать. И, соответственно, они хотят этим заниматься, но так как научиться массажу этого мало, массаж нужно кому-то делать, кому-то продавать. И, соответственно, этим я сейчас и занимаюсь. Помогаю массажистам в продвижении. Являюсь их наставником. Вот. Если кратенько обо мне вот так. Дальше мы с вами поговорим о том, что сегодня будет на эфире. На сегодняшнем эфире мы с вами поговорим, с чего начать ведение социальных сетей, чтобы получать клиентов из своего блога. Поговорим про виды контента в социальных сетях. Обсудим то, как сделать первый шаг к продающему контенту, из чего вообще начать ведение блога, ну и где брать идеи для постов и видео. Это самая больная, одна из самых больных тем, потому что многие ребята, многие массажисты не знают, о чем вести свой блог, смотрят на других, кто-то каких-то более опытных спецов и думают, что вот у них там имя, у них там бренд личный, у них куча всего, и думают, что, блин, а кто я? Я вот недавно закончил курсы, как я могу, собственно, с ними конкурировать, да, в тех же социальных сетях. И из-за этого, конечно, возникает некоторый момент в том, что это останавливает от первого шага, от движения вперед и так далее. Так, видео плохо грузится у нас. Очень-очень плохо. Ну, ребят, я стараюсь. Надеюсь, звук есть. Здесь уже технические моменты. Надеюсь, техподдержка нам поможет. Видео прогрузится. Но я надеюсь, не у всех видео плохо грузится. Есть те, у кого хорошо видео грузится. Вот, поэтому давайте начнем с вами наш прямой эфир и продолжим. Да, кстати, и еще сегодня будут некоторые подарки на прямом эфире. И тем, кто досмотрит этот эфир до конца, будет видеоурок в подарок по каналам трафика для массажиста, то есть бесплатные каналы трафика и платные каналы трафика. Но я всем всегда говорю, что лучше всего сначала привлекать с бесплатных источников трафика. То есть сначала
использовать все возможные каналы трафика, которые бесплатные, и потом только запускать платные. Потому что пока у нас нет денег, пока мы ничего не заработали, не нужно нанимать каких-то SMM-менеджеров, не нужно покупать рекламу у блогеров, и вот все вот эти подобные вещи делать не нужно. Только тогда, когда вы уже бесплатные каналы трафика проработали, а потом переходить уже к платным. Вот такой подарок, такой видеоурок будет после этого вебинара бонусом. Ну и также ответы от маркетолога на интересующие вас темы. Моего помощника-маркетолога. Итак, давайте перейдем к контентной части. Почему у массажиста не приходят новые клиенты из социальных сетей? Какая самая главная, самая актуальная проблема у многих ребят, кто начал заниматься массажем или кто продолжает заниматься массажем, у кого есть какая-то клиентская база, но он не знает, как ее пополнять через социальные сети. И для многих социальные сети это что-то такое сложное, что-то такое вот неизведанное и так далее. И часто я слышу вот такие проблемы. Не получается уверенно вести соцсети, не чувствует себя перед камерой уверенно, то есть заморачивается. Как только включаю камеру, сразу как будто на меня дуло пистолета направлено. Вот у некоторых есть такая проблема. Не знает, как подобрать фото и видео, и как это снимать техническую часть, да. Ну и, соответственно, как следствие, нет клиентов из социальных сетей. То есть вот эта вся сумма проблем, она приводит к тому, что клиентов из социальных сетей нет. Да и ладно, есть какие-то клиенты, допустим, если человек уже работает. Ну и пусть будет так. Буду работать с тем, что есть. Вот. Вот такие основные моменты человек озвучивает часто, который не занимается ведением блога. И от этого теряет большое количество новых клиентов и в целом не развивается в соцсетях. Немножко отвлекаясь на ваши комментарии, переживая, что у кого-то видео не грузится, у кого-то плохой звук, но вы меня уж простите, я вебинар только начал, поэтому могу немного волноваться и могу немного сбиваться с мыслей, но я стараюсь. Идем дальше. С чего вообще начинается ведение социальных сетей? Вот некоторые думают, я занимаюсь массажем и вот этим и планирую заниматься. А для того, чтобы мои соцсети вели, я вот найму человека, SMM-менеджера, да, там на Авито поискал, в Инстаграме поискал, нашел SMM-менеджера, выбрал подешевле такого, чтобы 1000 за 5, за 10 вел Инстаграм, постил видео или там другие социальные сети. И тот человек ведет. А я занимаюсь массажем. И, соответственно, что происходит? Мы теряем 5-10 тысяч рублей в месяц. SMM-менеджер ведет как-то нашу страницу, а клиентов нет. Вот я просто рассказываю вам свой личный пример. У меня абсолютно такая ситуация была, и я тоже. Думаю, Инстаграм, некогда мне этим заниматься, у меня тут такие дела, другие дела, своя практика, еще обучение, YouTube и все остальное. Я нанял девчонку, она там не за большие деньги вела мой Инстаграм, просила меня скидывать ей фотки, я фотки скидывал, видео скидывал, она там это как-то все размещала. И я зашел в Инстаграм спустя какое-то время, ну, я заходил, конечно, периодически, но спустя какое-то время я зашел в этот Инстаграм, и я просто себя не узнал. Я посмотрел, неужели это я? Это моя страница? Я что-то как-то не совсем на себя похож. То есть Инстаграм мой и мои другие соцсети, которые я копировал с Инстаграма, все посты, абсолютно не передавали мою суть. То есть то, что и кто я есть. Какие-то моменты, конечно, там совпадали, но большая часть было все не так, не по-моему. Поэтому а потом, когда я уже дальше двигался в обучении, я понял, что социальные сети начинаются не с того, что нужно снимать, нанимать кого-то, фотографировать, постить. Самое первое, с чего начинаем мы вести социальные сети, это распаковка. Распаковка личности, то есть распаковка экспертности. В эта распаковка включает в себя ответ на некоторые вопросы, то есть там специальный чек-лист по этим вопросам. И, соответственно, человек, отвечая на эти вопросы, понимает, кто он, чем он занимается, в чем он эксперт, в чем он не эксперт и так далее. Плюс ко всему какие-то личные качества, какие-то личные достижения туда подходят, которые потом уже используются в ведении блога.
Потому что каждый человек ведет блог по-своему. Да, какой-то контент мы копируем, да, мы в чем-то стараемся сделать так, как делает тот, кто нам нравится, там, кого мы смотрим. Но в любом случае каждый человек ведет свой блог по-своему. Невозможно вести свою ленту, свои страницы так, как это делает кто-то другой, кто вам нравится или у кого много подписчиков. Каждый человек индивидуален, копируй, не копируй, ты все равно будешь как-то по-своему это все вести. Вот. И можно начинать с 200 подписчиков, можно со 100 или с 50, можно вообще создать нулевую страницу. Важный момент в том, какой вы контент делаете. Важно, что вы выкладываете, а не то, сколько у вас подписчиков. Подписчики не берутся с ровного места. На вас не будут подписываться, если вы, допустим, не будете интересным, не будете личностью, не будете, допустим, каким-то выделяться среди других, не будете привлекать внимание. И вот здесь у меня внизу на картинке слева от меня главное, чтобы они хотели делиться вашим контентом. Что же это такое? Это значит, что важно сейчас, в 2023-2024 году, делать такой контент, которым хотят делиться, который привлекает внимание. У нас соцсети сейчас все адаптируются под контент ТикТока. То есть сейчас ТикТок, конечно, с России ушел, но когда ТикТок появился, это была одна из самых успешных социальных сетей, которая развивалась молниеносно просто. И эта соцсеть опередила всех по количеству там пользователей и так далее. И если вы посмотрите, что абсолютно во всех соцсетях, будь это YouTube, ВКонтакте или Инстаграм, все сейчас адаптируется под вертикальные видео. То есть все стали делать формат ТикТока. И, соответственно, когда человек смотрит видео в ТикТоке или в Инстаграме, ленту листает, он листает это очень быстро. И делает это, клиповое мышление. Он просто это все быстро пролистывает. И, соответственно, он обращает внимание на тот контент, который захватывает это внимание. И вот важный момент в контенте сейчас – это внимание. Сколько внимания привлекает ваш контент? Допустим, если вы придете в кафе, или, может быть, где-то будете стоять в очереди, или где-то в общественном месте, в аэропорту, да хоть где, вы увидите, куда направлено внимание человека, любого. Даже в красивом месте. Ты приезжаешь куда-то на видовку, на красивую, там, не знаю, локацию на красивую. Что ты видишь? Большинство людей смотрит на это через телефон. Если ты стоишь в очереди, то большинство людей смотрит в телефон. Все абсолютно направляют свое внимание сейчас в гаджеты. И с каждым годом, с появлением новых соцсетей, с появлением нового контента, больше внимания захватывает наши мобильные устройства, наши телефоны, наши компьютеры, телевизоры и так далее. То есть социальные сети захватывают внимание. И многие сейчас говорят, что валюта 21 века – это внимание. Не какие-то там биткоины или еще что-то, а внимание. То есть чем больше внимания контент ваш привлекает, соответственно, тем больше клиентов к вам идет, если по-простому. Потому что там, где наше внимание, там наши мысли, где наши мысли, там наши интересы, наши деньги и все-все-все. Соответственно, внимание – это самое главное в социальных сетях. То есть внимание – это то, куда направляет его человек. Ну а так как мы смотрим социальные сети все абсолютно, так как мы взаимодействуем через социальные сети, все наше внимание там. Любой человек, посмотря сейчас свое экранное время в телефоне или в компьютере, увидит, что его очень много. Мы не смотрим на природу, мы ее снимаем, мы не смотрим на какую-то красоту, мы ее сразу снимаем, куда-то выкладываем и привлекаем тем самым внимание. Но момент в том, что сейчас контента очень много. Если раньше, когда я там начинал только вести Инстаграм, это было достаточно давно, я выкладывал там свои пробежки, выкладывал какие-то красивые места, да, и люди смотрели, ставили лайки. Что будет сейчас, если я выложу какую-то
свою пробежку и напишу, что я пробежал 5 километров. Я, кстати, перед эфиром пробежал 5 километров специально, чтобы немножко расслабиться, очистить мысли свои. Выложи я сейчас в социальную сеть свою пробежку, реакции на это не будет, потому что эта лента переполнена этим. Все что-то делают, все чего-то достигают, все как-то что-то куда-то, ну вот успешный успех, вот это вот все. И это уже не особо интересует людей. Это не интересно, это не привлекает внимания. Человек быстро пролистывает ленту и, соответственно, ему скучно. А если у вас скучная страница, то, соответственно, внимание ваша страница не привлекает. Поэтому сейчас важно делать контент, который привлекает внимание, который захватывает внимание. Да, это может быть, как сейчас говорят, есть такое сленговое выражение, это грязные приемы, да, когда в ленте кто-то человек что-то проливает или что-то делает такое, какой-то заголовок выскакивает резкий, да, который раз и захватил внимание. Вот, но так или иначе, так это работает. Поэтому важно привлекать внимание. Плюс ко всему, внимание привлекает еще и ваши действия в социальной сети. То есть ваши реакции на другие посты, сторис. Там. Ну, то есть вот вы дружите с человеком, да, допустим, вы же ему, не только же он вам звонит, вы ему тоже звоните, пишите ему. Соответственно, та же самая дружба происходит в социальных сетях. То есть мы своей реакцией, лайками, комментариями привлекаем внимание наших подписчиков. То есть они как наши друзья. Мы с ними общаемся. И, соответственно, взаимодействуем таким вот образом. Как бы дружим, но условно в социальных сетях. Но социальных сети сейчас развивается, и общение живого становится все меньше. Вот я сейчас сижу и общаюсь с вами через компьютер, да, и с каждым годом это становится все привычнее и привычнее. Например, год назад я тоже вел прямые эфиры в Телеграме, и вот это были такие маленькие, небольшие эфирчики, на которые я там волновался, как же вот так вот непривычно общаться. А сейчас это уже в порядке вещей. Мы сидим и общаемся через экран компьютера. Кто-то из вас сейчас лежит на диване, кто-то может быть в дороге, кто-то где-то не дома, кто-то может быть и дома, кто-то через компьютер, кто-то через телефон смотрит. Но так или иначе мы с вами общаемся и взаимодействуем. И неважно, кто в каком городе. Да? Если мы посмотреть, что сейчас мы с вами взаимодействуем практически по всей России. Кто-то с Ростова-на-Дону, кто-то с Москвы, с Краснодара. Я сижу в Сочи. И неважно, какое расстояние, мы с вами общаемся. И, можно сказать, такая дружеская атмосфера у нас. Вот, поэтому, чтобы привлекать внимание, должен быть качественный контент. Какой контент, я сейчас еще сделаю пояснение. Но следующий у нас слайд. Чтобы заниматься социальными сетями в 2024 году, нужно делать качественный контент, который будет привлекать внимание. Ну а соответственно, как я уже сказал, больше внимания, больше привлеченных клиентов. Если ваш контент, ваши соцсети привлекают внимание, соответственно, вы имеете больше клиентов. Все просто. Таким вот образом это работает. Вот. Ну и по поводу того, как качественно вести контент, я еще сейчас скажу. Давайте вот такой момент обсудим. Очень многие сейчас страницы массажисты ведут и делают контент, который только вот такой вот однообразный. Фото со своих каких-то поездок выкладывают, скучно ведут контент, однообразно, только полезный контент, вот умничают. Все это не привлекает внимания, это только раздражает. Успешный успех, как я уже сказал, сейчас никому не нужен. Хочешь стать успешным? Все это пролистывается, всем это надоело, то есть это неинтересно, это скучно и однообразно, потому что этого очень-очень много. Вот. Мы сейчас дойдем до контентной части, я вам расскажу, как вообще я пришел в это вот все, как я пришел в социальные сети. Я 8 лет назад начал заниматься, примерно 8 лет начал заниматься социальными сетями. В большей степени все изучал как мизантроп с методом тык самостоятельно. Делал очень много ошибок. Но так или иначе, конечно же, когда я начал заниматься съемкой видео, мне пришлось пройти обучение. Вот, я прошел обучение за это время по видеосъемке.
Прошел обучение по ведению социальных сетей. Вот. Все остальное, большую часть я изучал самостоятельно на YouTube, как монтировать видео, как их выкладывать, какие должны форматы быть, все технические моменты. Я достаточно много провел времени для того, чтобы изучить, научиться делать монтаж видео, делать правильно посты, размещать правильно надписи, заголовки и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому вот такой вот у меня был путь. Но за эти 8 лет мне удалось набрать на YouTube более 120 тысяч подписчиков. Сейчас у меня ежегодно в среднем 10 миллионов просмотров на YouTube. Все это набирает обороты, то есть YouTube развивается. И прирост около 5000 в месяц. То есть представьте, 5000 человек в месяц подписывается на мой канал. То есть это не только те, кто посмотрели, а те, кто подписался, то есть кому я чем-то понравился, кто захотел продолжить общение со мной. 5000. Реально ли это все сделать в офлайне? Конечно же нет. Все это благодаря социальным сетям. В офлайне я с 5000, наверное, в год только общаюсь с людьми. А здесь у меня ежемесячно 5000 человек смотрит мой контент, подписывается на мой канал. Ну, смотрит у меня примерно сейчас около миллиона в месяц. То есть просмотров, кто видит меня, кто со мной взаимодействует, это по всему миру. Это к вопросу о YouTube, да? Насколько это сильная площадка. Вот. Оффлайн такого не даст. Никакой больше, кроме социальных сетей, никакой больше источник не даст таких охватов, не даст такое сильное взаимодействие, такое большое взаимодействие с таким количеством людей. И недавно, кстати, вот про Инстаграм тоже. Мой ролик в Инстаграме набрал 4,5 миллиона просмотров. То есть до этого я занимался больше Ютубом. Мне нравилось вот это вот осознанный контент, потому что если взять даже вертикальные видео, да, формата TikTok, люди там все быстро листают, быстро смотрят. И чтобы захватить внимание, достаточно сложно это сделать. Нужно идти на какие-то ухищрения или, как я уже сказал, идти на грязные приемчики по захвату внимания человека и делать контент тот, который захватывает внимание, то на YouTube аудитория более осознанная. То есть человек на YouTube и заходит для того, чтобы что-то узнать, чему-то научиться, и вот, соответственно, этим я и занимался. То есть YouTube было мне как-то в первую очередь интересно заниматься. Тем более там хороший рост, хорошие охваты. Вот. Но недавно мне стало интересно продвигать Инстаграм. У меня 2 страницы в Инстаграме. Одна, где я чисто эксперт массажиста, преподаватель по массажу и наставник массажистов. А другая страница просто, которая у меня моя личная страница, которую я веду уже с очень-очень давнего времени. Она такая экспериментальная. Я туда разные видео пробую и выкладываю. То есть смотрю, какие заходят. И недавно одно видео вот со 2, по-моему, или с 3 декабря я его опубликовал, оно набрало 4,5 миллиона просмотров и принесло мне, сейчас уже там больше 4000 у меня подписчиков в Инсте. И оно продолжает набирать. Я вот сейчас отключаю уведомления, потому что, где-то раз в 2 минуты приходит комментарий какой-то или приходит какой-то лайк. Вот. Поэтому вот такой у меня путь социальных сетей. Путь видеоконтента, путь Инстаграма, и я дальше планирую набирать. У меня вообще цель на 2024 год в Инстаграме сделать 100 тысяч подписчиков. Вот. И, соответственно, Инсту превратить тоже в такой источник трафика, скажем так. Вот. И я хочу сейчас вам рассказать об одной девушке, которая является моей ученицей. Я не знаю, может быть, она, кстати, на эфире. Вообще она с Красноярска, но там уже глубокая ночь. А я ее не предупреждал, что я буду о ней рассказывать. Но недавно у меня с ней был разговор. Мы созванивались по скайпу, и я вам хочу о ней рассказать. Ее зовут Сайохат. Она из города Красноярск. Ей 28 лет. В 2019 году она пришла ко мне на обучение массажу офлайн. У нее не было денег, и чтобы пойти на мое обучение, тогда оно стоило, по-моему, 13 тысяч рублей, она заняла эти 13 тысяч у друга. Ее тогда отчислили, по-моему, или она забросила обучение в меди. Она училась на медсестру, если не ошибаюсь. И вот она стала заниматься массажем.
пришла ко мне на обучение. Кстати, пришла ко мне она на обучение тоже через интересный, опять же, момент. Я на тот момент занимался мотокроссом и эндуро, то есть это такие мотоциклы гоночные. И все это выкладывал в социальные сети, конечно, показывал. А она любительница мотоциклов. И она говорит, я листала ленту, наткнулась на твою страницу, увидела, что ты тоже любишь мотоциклы. И выбирая школу, выбирая обучение массажу, я, говорит, решила пойти к тебе, потому что ты мой единомышленник, то есть твой контент мне нравится, тебе нравятся мотики, мне нравятся мотики, и мы, соответственно, скорее всего, легче найдем общий язык. Вот такая интересная ситуация. То есть, казалось бы, не тот контент, который где я, приходите ко мне на обучение массажу. Я просто показал, чем я занимаюсь, свое хобби, и, соответственно, она пришла ко мне учиться только потому, что ее какие-то взгляды, ее интересы совпали с моими. Вот. И, соответственно, точка Б, то есть к чему мы пришли с Айохат. Она в тот момент начала делать в 2019 году массаж на дому. За время обучения она окупила эти вложения и вернула деньги этому парню, у которого занимала эти 13 тысяч рублей. Начала вести социальных мастеров. Сама руками она практически не работает, только исключительно со своими клиентами, со своими какими-то близкими людьми. Она нашла инвестора на 10 миллионов, который готов вложиться в нее и продвигать ее через свои вложения. Так, у меня картинка подзависла. Надеюсь, трансляция у нас не вылетела. Сейчас немножко прервусь и продолжу рассказ. Вот, есть. Продолжается. Вот, сейчас она запускает школу по массажу. Они проходят аккредитацию. В январе у них все будет работать легально. И они будут обучать мастеров массажа. Вот. И основной их источник трафика, источник клиентов — это социальные сети, ну, в частности, Инстаграм. Я когда проходил обучение по Инсте, у нас там были созвоны с теми, кто учился, и там девушка была, если не ошибаюсь, с Канады, по-моему, но она русская, живет в Канаде. И мы с ней созванивались, и я ей показывал, говорю, вот у меня девочка ведет Инсту, и она когда посмотрела их Инстаграм, вы, кстати, можете, если хотите, набрать Спа Невада, и увидите, как они ведут Инстаграм. Очень красиво. У них есть онлайн-запись, то есть к ним записаться вот так в один клик. Ты заходишь в Инсту, видишь красивый пост, видишь всякие промо-акции, там сертификаты подарочные, чего хочешь вообще. Все очень красиво показано. Они все время заморачиваются, какие-то фотосессии выездные делают. Сейчас вот у нее какая-то идея была где-то там на фоне зимнего пейзажа сделать фотосессию, где человек лежит зимой на кушетке на улице, и они все это красиво, профессионально фотоют и выкладывают. Вот. И плюс ко всему, она очень энергичная, и она вот ведет свой блог так, что ее сторисы посмотришь, и она постоянно куда-то бежит. И вот такой человек сразу, и она говорит, что такой человек сразу привлекает внимание, то есть как-то вот наблюдаешь за ней сразу. Хочешь, не хочешь, но наблюдаешь. И она говорит, что очень многие клиенты в студию идут через мой Инстаграм. У нее где-то там 3 с чем-то, по-моему, 1000 подписчиков. И говорит, что вот я веду свою соцсеть о своей жизни. Ну, все знают, что я занимаюсь массажем, что у меня студия массажа. И непосредственно они записываются в студию массажа, потому что я веду. То есть она очень классно дружит со своими подписчиками через социальные сети. Ну, в частности, через Инстаграм, который сейчас, конечно же, в России запрещен, но так или иначе работает, и там очень много людей, очень много аудитории смотрят через VPN. Хотя, сделаем такой момент, что вроде как я слышал, что в марте хотят запретить все VPN, и Инстаграм вроде как перестанет работать. Но в любом случае у нас есть другие социальные сети, у нас есть ВК, у нас сейчас Телеграм развивается. Если не будет Инсты, будем работать через другие социальные сети. Телеграм, кстати, сейчас тоже со сторисами развивается, с каналами развивается, очень много там появляется инструментов, он становится полноценной социальной сетью. ВКонтакте точно так же. Принцип работы социальных сетей один и тот же. Это внимание. Куда внимание направлено, там и клиенты. Вот. Ну и давайте дальше перейдем к контентной части опять. Многие люди думают, что много пользы равно много просмотров и клиентов. То есть, конечно, любой человек хочет быть полезным
полезным большому количеству людей. Особенно если ты массажист, ты знаешь, как помочь человеку, у которого что-то болит, ты знаешь, как сделать ему хорошо, и, конечно же, ты хочешь быть полезным, и, соответственно, ты через свой блог начинаешь выкладывать чисто пользу. И человек эту пользу смотрит, и что, ну да, спасибо, я узнал, ага, ну ладно, пока. То есть много пользы не всегда равно много просмотров и клиентов, однозначно. То есть много пользы – это плохо. Ну вот если говорить о YouTube, может быть, да, горизонтальные видео на YouTube, чисто полезные видео, они на YouTube работают. Но если говорить о социальных сетях, таких как вот мы говорим с вами в частности о видеоконтенте, о вертикальном формате TikTok, то там не много пользы не равно много просмотров и клиентов. Мы видим часто в ленте, когда вот какой-то эксперт, психолог, массажист или доктор или еще кто-то говорит что-то умное, да, и мы думаем, вау, класс, интересно. И потом еще раз видим его, да, посты. Но, скорее всего, у этого доктора, у этого психолога уже есть имя, уже есть бренд, и его, конечно же, будут смотреть. Но кто такой начинающий массажист? Если он начнет только пользой крепить, он только начал этим заниматься, он, ну, скорее всего, не будет пользоваться авторитетом, не будет захватывать внимание и как-то привлекать людей. Я тут недавно наткнулся, точнее не я, моя девушка наткнулась на одного гинеколога. Вот гинеколог Олег из Чувашии. Можете загуглить, это просто прикол. Он ведет свой блог, это взрослый мужчина, ему там, может быть, лет 50, наверное, может больше. Он ведет свой блог чисто по приколу. То есть он рассказывает, ну представьте гинекологу, какие темы ему раскрывать. Он рассказывает про тампоны, рассказывает про интимные места и так далее, но рассказывает это с таким юмором, что реально это хочется смотреть. Это реально хочется этим делиться, хочется смеяться над этим. И вот на самом деле, сейчас мы еще дойдем до этого, какие виды контента есть, да, но я уже сказал, важный момент вот в этих всех вертикальных видео тем, чтобы ими хотелось поделиться. Во-первых, они захватывают внимание, во-вторых, они ими хотят поделиться. Поэтому можете набрать тоже, себе пометку сделайте, гинеколог Олег, гинеколог номер 1 из Чувашии. У него прям такая презентация, он так себя в инсте и презентует. У него очень много подписчиков, но он реально очень крутой контент делает. И, естественно, это все привлекает к нему клиентов, рекламодателей и всех-всех-всех. Вот, теперь давайте поговорим о том, где брать идеи для контента. Давайте закроем эту боль, которая есть у многих начинающих массажистов. Да, я не знаю, о чем мне вести блог, я не знаю, что мне постить. Ну, во-первых, так часто происходит, потому что мы не видим себя, мы не знаем наши сильные стороны, мы не знаем, кто мы. Потому что даже я иногда, да, когда общаюсь там с кем-то из своих ребят из команды, они говорят, рассказывают обо мне, а ты там это знаешь, а это делаешь. И они мне подсвечивают, что да, блин, я, оказывается, еще и, не знаю, я, например, на диджейской установке играю. Кто знает об этом из моих подписчиков? Никто. Я играю на гитаре и песни пою. Кто знает? Никто. На сноуборде катаюсь, на лыжах катаюсь. Что только не умею, но для меня это кажется вроде ерунда. И когда ты делаешь распаковку, вот я почему говорил, что важно начинать с распаковки. Сначала ты о себе узнаешь, потом ты начинаешь о себе через контент-план рассказывать и, соответственно, делать контент. Теперь давайте поговорим, где брать идеи для контента. Но в любом случае контента сейчас очень много и практически на все темы видео уже есть. Поэтому для того, чтобы ваша лента была заполнена интересным контентом, хорошим контентом, мы тренируем насмотренность. То есть мы 30 минут в день уделяем на просмотр ленты. Но мы смотрим ленту не просто, как вот мы привыкли. Листаем и вот посмеялись, поделились с другом, что-то там такое понажимали и все, и вышли. Но мы смотрим ленту осознанно. То есть мы смотрим ленту для того, чтобы подчеркнуть какие-то свои идеи. То есть взять что-то за идею. И тогда, когда мы нашли эту идею, мы, во-первых, добавляем в избранное. Ну, мы опять же говорим о запрещенной социальной сети Instagram. Мы добавляем в избранное. Там можно создавать папки, идеи для рилзов. Можете с кем-то совместно создать папку такую, и когда вы в эту папку добавляете рилс, и у вашего, например, знакомого
эта папочка попадает в Reels, допустим, вашего контент-мейкера, который будет для вас снимать, или там вашего друга. И, соответственно, вот таким вот образом мы тренируем насмотренность и ищем идеи для постов. То есть просматривая ленту осознанно. 30 минут в день выделяем прям на осознанный просмотр ленты. Просмотр рилзов, просмотр клипов ВКонтакте и просмотров шортс в Ютубе. И, соответственно, таким вот образом мы ищем контент. Дальше мы смотрим смежные ниши. То есть бьюти-индустрия, она плюс-минус схожа. То есть те же самые услуги. Люди ходят подстригаться, люди ходят на ногти, люди ходят на массаж и на другие процедуры красоты. Там девушки на реснички, депиляции и так далее. И, соответственно, мы находим интересных блогеров в смежных нишах, подписываемся на них, смотрим, как у них оформлено, анализируем все, какие посты идут в какой последовательности и непосредственно уже свои идеи реализуем через их контент. То есть мы смотрим, что у них, переносим на свою тему. Я вот в своем Инстаграм снимал не так давно специально вот такие видео, которые реально смешные, которыми реально хотели поделиться. И на тему массажа снимал. Там жизненный юмор и так далее. Сейчас, ладно, я дойду до этого. Вот. Анализируем аудиторию смежную нам. То есть мы смотрим мастеров бьюти-красоты, бьюти-индустрии, переносим идеи на свою нишу и таким вот образом развиваем свой контент. Весь контент делится примерно вот настолько. Юмор, польза и жиза. То есть юмор — это приколы. Посмеяться. Вот вы наверняка видите иногда в ленте, я не знаю, все ли у нас тут в Инстаграме есть, но наверняка многие пользуются Инстаграмом и так далее. И вы видите репосты, то есть кто-то к себе в сторис перепощивает другое видео, смешное или какое-то там полезное видео или какое-то с жизненной ситуацией. Вот это основной тип контента, если простым. Им, конечно же, больше, они там делятся еще под отделы, но не суть, не об этом сейчас. Основная тема — это юмор, польза и жиза. Юморные видео могут быть абсолютно разные. И знаете, многие думают, что вот я такой серьезный взрослый мужик или женщина взрослая, и как я вот буду сейчас юморить клоуном, подумать, что я шут, клоун, особенно те, которые мои близкие подумают. Они скажут, что с этим стало дураком, грубо говоря, да? Но на самом деле, юмор, чувство юмора, оно, не знаю, оно делает человека гораздо интересным. То есть, когда человек относится с самоиронией к себе, он простой, он может посмеяться над собой, он может что-то такое, как-то интересно пошутить, этот человек всегда притягивает. То есть юмор — один из самых продвигаемых контентов. Мы все любим посмеяться, мы все любим развлечься. В социальные сети мы заходим не для того, чтобы, если не говорить про YouTube горизонтальные видео, да, или вот про такие вебинары, как у нас сейчас, да, мы здесь все-таки за пользой. Большинство социальных сетей, особенно вот это вертикальный контент, это все приколы, это все юмор, всякие пранки, всякие какие-то ситуации можно рабочие перенести в юмор. И вот этим хотят делиться. Если человек репостит к себе ваше видео в сторис, если человек скидывает своему другу, чтобы он тоже посмеялся, ваше видео, соответственно, у вас появляется больше охвата. То есть вы больше количество людей охватываете, больше вас узнает. Соответственно, юмор — это хорошо. Но, опять же, конечно, его нужно размешивать с пользой, с полезными видео, какие-то по вашей теме, по вашей нише. Естественно, нужно давать пользу, иначе, если только юморить, это, конечно, будет продвигать, но не так хорошо, как хотелось бы. Польза обязательно тоже должна быть, но она должна быть не скучной, то есть она должна быть подана по-своему, по-интересному, а не так, что вот стал перед камерой: здравствуйте, я вам сейчас расскажу, что вот если вы пойдете на массаж, то у вас там не будет болеть шея. Как часто ходить на массаж? Надо ходить 2-3 раза в неделю. Это не совсем прикольно. Лучше подумать что-то такое, что будет человека завлечет. Что вот, да, он посмотрел, интересно, еще и с пользой.
Вот. Ну и жиза — это жизненные ситуации, если сокращенно, да, вот в жизненных ситуациях бывает, что, например, клиент записывается, отменяется, записывается, отменяется. Я недавно делал видео там смешное с матершинным ответом, потом человек удаляет, то есть, и вот это жизненная ситуация. Он получил хороший охват, многие посмеялись, и многие в инсте, конечно, поделились этим видео, и хороший был фидбэк на это видео. Жизненные ситуации бывают у всех, да, какие только не были. Вот недавно у меня в инсте вышло видео, где я наушники, там провод с наушниками, и он прерывается звук. И это жизненная ситуация, которая касается всех. То есть если говорить, допустим, на какую-то узкую тему, на тему массажа, да, или там антицеллюлитного массажа, он касается только женщин, узкую аудиторию. А если, например, мы повышаем охват через социальные сети, мы, допустим, делаем такой контент, который охватывает большое количество людей, которые еще им делятся, и, соответственно, у вас больше охвата. И, соответственно, больше клиентов или потенциальных клиентов. Вот. Но почему мы говорим сейчас про социальные сети? Да? Я сейчас очень много всего наговорил. И я думаю, что какие-то моменты. Почему важно вести социальные сети, если даже этого не хочется, или даже вы никогда этого не делали? Ну, во-первых, потому что через онлайн мы с большим количеством людей взаимодействуем, через офлайн это однозначно. Мы дружим сейчас в сети, мы общаемся в сети и взаимодействуем больше в сети. Вот. Поэтому и знакомимся мы, по сути, через социальные сети, через страничку, да, ВКонтакте или страничку в Инстаграме. Представьте себе, что вот, например, вы идете по улице, захотели пошелкать семечек, стоят две бабушки. У кого вы купите семечки, если они и у той там 10 рублей за стаканчик, и у другой за 10 рублей за стаканчик. Скорее всего, вы купите у той бабушки, которая вам симпатичнее. Соответственно, в сети работает точно так же. Когда у вас ваши подписчики листают ленту, они видят контент, который вы делаете, они видят вашу социальную сеть, то, как она выглядит, и, соответственно, вы покупают, делают выбор в пользу того, у кого социальная сеть симпатичней. Вот следующий слайд. Котик. Скучный контент, некрасивые фотки, не правильно оформленная страница, шапка там и так далее и тому подобное. Будут покупать? Скорее всего, нет. Когда мы подключаем юмор, когда подключаем контент о жизни, когда мы развлекаем людей, когда мы показываем энергию, то есть от нас идет энергетика хорошая, то, соответственно, покупать будут, скорее всего, у того, у кого контент более живой, нежели чем у того, у кого контент скучный, слабый и неинтересный. Вот так это работает однозначно. Так же, как эти две бабушки в две бабушки на остановке, продающие семечки. Вы подойдете к той, которая вам наиболее симпатичнее. Возможно, другой человек посчитает другую бабушку, которая симпатичнее, купит у нее. Но так или иначе невозможно подгадать контент для всех. Вот. Ну и еще один момент, который я бы хотел здесь вам рассказать. Да, некоторые думают, что вот у него классно получается. А как он это делает? И, он, наверное, знает, да, какую-то технологию. Он умеет. Но на самом деле в социальных сетях сейчас очень быстро все меняется, и пользователи не всегда могут успеть адаптироваться к этому. Поэтому эту тему важно изучать и понимать одно. Не знает, как правильно, никто. Все смотрят друг на друга. Все абсолютно. Все копируют, все улучшают, приносят свои какие-то идеи, но все абсолютно просматривают чужие ленты, вдохновляются идеями и так и продвигаются. Вот. Поэтому не думайте, что все знают, как правильно, или кто-то знает, как правильно. Многие люди не знают, как делать, просто делают интуитивно. Я, например, во многом свои соцсети, вот когда еще начинал, да, тот же YouTube, я во многом все чисто интуитивно. То есть примерно вот как-то, вот так чувствую, так делаю. Это сейчас я уже понимаю, что на YouTube важен хронометраж, то есть длинные видео дают больше удержания, соответственно, люди дольше смотрят видео, YouTube понимает, что алгоритмы YouTube понимают, что видео интересно и продвигает его. На YouTube очень важно превью, например, картинка кликабельная. YouTube показывает 1000 человек видео. Если 100 человек смотрит, соответственно, 10% у меня
CTR, да, на количество показанных, количество просмотревших. Соответственно, значит, видео интересное, превью хорошее, и YouTube продвигает видео. Вот. И вот какой момент. Многие люди не считают метрику, не считают статистику, не считают деньги, тем более. И, соответственно, работают за то, не знаю за что. Вот, кажется, клиентов больше в этом месяце было, но если ты не посчитал деньги, не посчитал количество клиентов, соответственно, не понимаешь, сколько зарабатываешь. И, соответственно, буксуешь на месте. Вот. И в социальных сетях работает все точно так же. Чем больше ваши охваты, тем больше, соответственно, у вас клиентов. Это однозначно. Не всегда, конечно, просмотры конвертируются в деньги, но правильный контент, большое количество просмотров практически всегда конвертируется в деньги. Я, например, анализирую метрику YouTube регулярно. Каждую неделю я смотрю, с какое количество у меня просмотров на YouTube. Например, вот годовая аналитика, это у меня сейчас чуть подвыросла, да, там больше 1 миллиона просмотров в месяц, но за год у меня 10 миллионов просмотров. И, соответственно, если я посчитаю количество денег, а YouTube это основной источник трафика моих клиентов, да, то я могу примерно понимать, какое количество просмотров конвертируется в деньги. И если говорить о том, что у меня 10 миллионов просмотров, допустим, и 5 миллионов рублей я заработал за год, то я могу примерно посчитать CTR, да, или как аналитику, конверсию. Если, соответственно, я сделаю 20 миллионов просмотров в год, то заработаю 10 миллионов рублей. Вот и все. Не всегда, опять же, сделаю пометку, что не всегда просмотр конвертируется в деньги, но просмотры во многом все-таки приносят деньги. И вот даже я вам сказал в начале эфира, что мое видео в Инстаграм набрало 4,5 миллиона просмотров за 10 дней, и ко мне пришел рекламодатель. То есть мне написали в личку в Инсте и попросили прорекламировать одежду, магазин Валберис. За это они мне готовы оплатить заказ, то есть бесплатно отправить одежду. Но я посмотрел магазин, мне, конечно, не очень понравился. Одежда, которая там продается, я не ношу. Отказал им, но тем не менее просмотры конвертируются в деньги, потому что мое видео привлекает внимание, привлекает аудиторию и, соответственно, таким образом меня продвигает. Ну и как я еще в самом начале сказал, давайте еще раз момент. Через социальные сети мы взаимодействуем с большим количеством людей. То есть тысячи людей взаимодействуют с нашими страницами. Может быть, не каждый день, но в зависимости от размера вашего блога. В офлайне, в течение дня, да, доехав до работы и поработав и вернувшись, мы взаимодействуем, во-первых, примерно с теми же людьми и, соответственно, взаимодействуем гораздо с меньшим количеством людей, нежели в онлайне. Поэтому вывод отсюда какой? Конечно же, нужно продвигать свой онлайн, вести блог. В любой нише есть блогеры. Будь то это люди, подстригающие собак, будь то люди, занимающиеся, там, я не знаю, пилоты самолетов, у всех есть блоги. И как вы думаете, кому легче продвинуться? Тот, кто занимается онлайном, или тот, кто не занимается онлайном? Естественно, тот, кто блогер, тому проще взаимодействовать с большим количеством людей. Большее количество людей, больше друзей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Знаете такую поговорку, очень старую. Но сейчас мы друзей имеем больше в подписчиках. И, соответственно, друзья наши в онлайне гораздо лучше, чем деньги в кармане. Я, конечно, условно выражаюсь, но так или иначе вы поняли, надеюсь, вы поняли мой посыл. Вот, поэтому, если вы еще не ведете соцсети, то обязательно нужно их начать. Кстати, можете написать в комментарии, ведете вы социальные сети сейчас или еще не ведете. Вот кто ведет социальные сети, напишите плюсики, пожалуйста, чтобы нам примерно знать, сколько у нас человек занимается ведением блога, хоть на любом уровне, как бы у вас там получается, не получается, регулярно, нерегулярно.
работает, не работает на привлечение клиентов. Черканите, пожалуйста, плюсики, и мы с вами продолжим. Ну и дальше мы с вами поговорим еще про ведение. Во-первых, я сказал ведение учета, да, ведение метрик, обязательная часть, ведение клиентской базы, обязательная часть. То есть ведение социальных сетей очень важно для нас. На самом деле, мне немного тяжело, потому что я до этого вел прямые эфиры в Ютубе, а там все без задержки. Я прошу ребят, пишите комментарии, они пишут, я им отвечаю, и мне гораздо было проще так взаимодействовать. Здесь же я говорю, и только вот позже гораздо на экране вижу, что я говорил. И, соответственно, вижу ваши комменты. Ну вот, я вижу, что плюсики пошли, значит, социальные сети вы ведете. Супер. Ну, самое главное в социальных сетях — это в долгую. Вот тут у меня через слайд я переключу, раз уж мы продолжаем эту тему, да. Социальные сети не работают в быструю. То есть многие из-за чего перестают вести социальные сети? Они выложили пост, выложили несколько постов или видео, у них никто на них не отреагировал, не поставили лайки, не написали комментарии, соответственно, никто не записался, да. И они думают, блин, мои посты фигня, значит, я не буду дальше ничего делать, забью на эту социальную сеть и не буду ничего вести. Но социальные сети так не работают. То есть социальные сети работают в долгую. Человек может заинтересовать ваш контент, он может на вас подписаться, он может за вами наблюдать и только потом прийти. То есть кому-то для того, чтобы прийти к вам, например, на услуги, на массаж, нужно месяц за вами посматривать, чем вы живете, как вы живете, о чем пишете, о чем снимаете. А кому-то понадобится год. То есть он только через год придет к вам на массаж. Или купит у вас сертификат подарочный. То есть соцсети — это постоянное общение, постоянное взаимодействие. Это как дружба. Я уже говорил, да, что мы дружим сейчас через социальные сети. И, соответственно, ваш контент нужно делать регулярно. Не постоянно, не нужно каждый день заморачиваться и снимать, а нужно думать наперед. То есть о чем вы на этой неделе расскажете, хотя бы 2-3 раза в неделю появляться в ленте, это уже внимание, это уже вы на виду. Как только вы исчезаете, соответственно, вас не видят. Ну и я сейчас еще поясню, почему, с точки зрения психологии, да, во многом тяжело нам проявляться через социальные сети, потому что у нас есть момент психологии. То есть мы в своем воспитании, ну вот я лично, да, мне там 37 лет, я еще рос в 90-е, можно так сказать. И в наше время было такое, что не высовывайся, будь как все, не показывайся, не проявляйся, сиди тихо, молчи, не шуми, не кричи. Да сейчас, конечно, уже есть знания у людей, и детей по-другому воспитывают, но в мое время было так, ты должен быть как все. Не вздумай проявляться, не вздумай как-то что-то себя показывать и что-то из себя строить, не выпендривайся. И эта психология сейчас на нас работает, то есть мы в социальных сетях не проявляемся, потому что, вдруг о нас что-то скажут, что подумают, а вдруг я какой-то не такой. И вот эта вот наша психологическая установка нас останавливает, потому что нам может показаться, что мы как-то высовываемся, выделяемся, и что это мы устроили тут. Вот. Поэтому такой момент психологически в себе нужно проработать. Ну и прорабатывается он, конечно, на распаковке личности. То есть когда вашу личность распаковывает, человек, допустим, если с кем-то вы будете вести социальные сети, с кем-то вы будете работать, то непосредственно вот эти психологические все моменты, ваши ограничения, они все прорабатываются и все раскрываются. И дальше уже проще взаимодействовать. Вот. Поэтому важный момент в социальных сетях — занимайте внимание человека. Рано или поздно этот человек к вам все-таки придет. Ну а как внимание, не обязательно делать супер крутой контент, не обязательно как-то делать контент какого-то нереального качества, киношного и так далее. Важно просто периодически в ленте появляться. Хоть как. Своя жизнь или там ваши услуги. Ну, конечно же, если вы продвигаете услуги, то обязательно услуги должны продвигаться. Но важно быть на виду. Важно показываться и, соответственно,
чтобы человек вас видел. Вот. Ну и давайте вернемся еще к остальным источникам трафика, которые помимо соцсетей. По ним, кстати, будет бонус для тех, кто досмотрит этот эфир до конца. Продвижение в YouTube, продвижение на Авито, размещение различных объявлений, визиток и коллабораций в офлайне, сарафанное радио, один из самых классных источников и бесплатных, но для этого тоже есть некоторые фишки. Посещение мероприятий профильных и партнерство с мастерами из смежных ниш. Вот. Так, вот такие моменты. Ребят, если есть какие-то вопросы, давайте повзаимодействуем с вами уже непосредственно через вопросы. Можете написать мне что-то. Может я что-то упустил, какую-то тему. Я вижу, что Дмитрий пишет: Инстаграм, страница уже 2 года, 400 тысяч. Ну, супер, круто. Молодец, Дмитрий. Вот, ребят, черканите вопросиков, чтобы нам с вами как-то более по-живому пообщаться, что ли. Я тут рассказываю, я не слышу вас. Людмила, в Инстаграме не бываю. Ну, ладно, не бывайте. В других социальных сетях однозначно бываете. Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм и так далее. В любом случае. В YouTube смотрите наверняка. Невозможно сейчас ни в каких социальных сетях не состоять. Я вам не говорю, что вот идите в Инстаграм только и там занимаетесь. Нет. Выберите ту, которая вам нравится, в которой вы бываете, в которой ваши потенциальные клиенты, ваши друзья и так далее. Но еще момент я не проговорил, да, что социальные сети у нас, хоть мы и дружим со своими знакомыми через социальные сети и клиентами, не забывайте, что там очень много людей, которые вас не знают. И, соответственно, нужно думать еще и о контенте, который для новых людей, которые вот с вами только познакомились. Поэтому периодически важно делать такой контент, который будет давать вам возможность знакомить вас с вашими клиентами. Так, ну, раз вопросов нет, или все-таки есть, я вижу, что пишут вопросы. Давайте пойдем дальше с вами. Есть еще у меня пара фишечек для вас. Самое страшное начать. Очень зависимо от общего мнения. Согласен. Это, опять же, наша психология, которая нас в советское время воспитала, что важно делать как все, не высовываться. Если посмотреть сейчас на нынешних детей, на наших, то им вообще общественное мнение сказать. Но тебя заставляют сидеть в тишине. Да, общественного мнения, причем самое сложное общественное мнение своих знакомых. Как правило, когда ты делаешь контент, твои знакомые начинают говорить, что какую-то херню делаешь, извините за выражение. Что-то видео опять подзависло. Надеюсь, сейчас пойдет. Так, ну я же сказал, что у нас с задержкой все это дело идет. Надеюсь, сейчас все. Ну, я прервался на том, что про общественное мнение говорил. Да, самые главные хейтеры, да, или главные те, кто осуждают вас, в первую очередь, это ваши знакомые. Но, поверьте, признание вам будет или там ваш контент будет нравиться тем, кто вас не знает. Те, кто вас только увидит и познакомится с вами через социальные сети. Вот эти самые лучшие ваши подписчики. Они вас любят, им вы нравитесь. И они, как правило, не скажут вам, что вы какую-то фигню делаете. И мнение, соответственно, ваше. Они будут, кстати, заряжать энергией, давать фидбэк вам, и вы будете думать: блин, мой контент, значит, все-таки классный, раз люди говорят мне, что им нравится. А те, кто близкие, они, возможно, скажут: ух, ты что-то выделяться стал, иди-ка сюда, что это ты тут начал
постить всякое. Ну-ка, ты какой нехороший, я тебе лайк не поставлю и вообще напишу какой-нибудь дурацкий коммент, который... И человек смотрит, блин, я так старался, писал пост или там снимал видео, а мне тут коммент такой, думает, блин, ничего не буду делать, идет оно все нафиг. Вот, ну, это все психология, во многом все психология, которая легко прорабатывается, если, конечно, захотеть, если найти энергию, силы на это и так далее. Вот меня тут просят, можете поподробнее рассказать о ВК и Telegram? Ну, конечно же, это не формат нашего эфира, но ВК, как я уже сказал, клипы, ВК-клипы, вертикальный контент, все. Горизонтальный контент тоже там сейчас, в принципе, набирает, но ВК продвигает клипы. Правильно оформили страницу и постим туда всякие видео по своей теме. В Телеграме покупаем платную подписку, 299 рублей она стоит, по-моему, и выкладываем сторис. Я когда вот в начале еще эфира говорил, что я занялся, снимал всякие жизненные ситуации на тему массажа, я начал выкладывать это все в Телеграм, и мне пришли заявки о том, что «О, ты что, массажем занимаешься?» То есть Телеграм показывает людям, с которыми я когда-то в Телеграме переписывался, показывает мои сторисы, и они узнают обо мне. А некоторые даже не знали, что я занимаюсь массажем уже, больше 10 лет. И они написывают, вот, мне на массаж надо. Но эта заявка по Красноярску пришла, а я нахожусь в Сочи. Я говорю, ну извини, я уехал из Красноярска, поэтому не могу тебе ничем помочь. Вот, поэтому телега — это сторисы в Телеграме, которые хорошо работают, в которых закрепляются ссылки на ваши, например, WhatsApp или на ваш друг Telegram, или на ваш сайт, или на вашу другую соцсеть и так далее. Могли бы вы привести конкретные примеры начального наполнения контента? Ну, я уже говорил, юмор, польза и жиза. Вот это основные темы, которые нужно провести. Для того, чтобы вам примерно понять, как наполнять контент, вы просто наберите массаж, например, если вы ищете какого-то наполнения правильного, зайдите, найдите 5 аккаунтов, можете 10 аккаунтов найти, у которых много подписчиков, которые хорошо продвигаются через социальные сети. Проанализируйте их страницу, как написана шапка профиля, как оформлены посты, на какие темы они постят, прям структурно разберите. Вот это юмор, вот это вот польза, вот это жиза и так далее. То есть проструктурируйте их контент и сделайте себе подобное оформление. То есть сделайте некоторую такую, можно сказать, если грубо выражаясь, копию успешного аккаунта. Но вы в любом случае сделаете по-своему, вы не сможете, не копируйте, конечно же, подчистую, просто сделайте что-то похожее. И тогда вы будете примерно понимать наполнение контента, какое должно быть. Вот что-то свое вносите. Меня на днях Инстаграм отправил в теневой бан, так как пост с массажем лопатки он посчитал постом сексуального характера и демонстрацией обнаженного тела. Ну, такое бывает на самом деле. В любом случае, продолжайте, ничего страшного, выйдите из теневого бана со временем. Но иногда такое случается. У меня на самом деле тоже достаточно откровенный контент я снимаю. Это моя основная фишка моего контента на YouTube. Да? Это красивые обнаженные тела. Некоторые меня осуждают за это. Кто-то пишет всякие гадости мне в комментарии, но меня это не волнует. Я делаю по-своему, мне так нравится, это моя особенность. И я считаю, что вообще эстетика тела человеческого, нет ничего круче. Самое красивое — это наша естественность. Чем естественнее человек, тем он интереснее, тем он красивее. И, естественно, это все я показываю через свои видео. И тоже бывает, попадаю в теневой бан, в похожий. И бывает там 18+ YouTube ставит под 18+ мои видео, и они, соответственно, не набирают просмотров. Расскажите, пожалуйста, как можно продвигать свой телеграм-канал через другие социальные сети. В Телеграме проблема в том, что там игра в одну сторону. Если в Инсте или ВКонтакте вы можете лайкать и писать комменты, и вам могут лайкать и писать комменты, то когда вы ведете телеграм-канал, туда человек подписался, и по большому счету он может вам писать, а вы его контента не видите. То есть контент односторонний. Поэтому телеграм-канал, чтобы вести, нужно делать что-то интересное, делать что-то прикольное,
чтобы человек захотел в нем остаться. Либо какие-то фишки, бонусы продвигать и так далее. Вот. Поэтому ваш телеграм-канал должен быть чем-то завлекающим. Если вы, допустим, только там постите какие-то акции на ваш массаж, только там человек может узнать какую-то инсайдерскую информацию о ваших услугах, там какие-то купоны, там какие-то спецусловия, то тогда ваш телеграм-канал, люди будут в нем находиться, люди будут в нем оставаться, и, соответственно, вот такая особенность телеграм-канала, и так его продвигать. Ну, соответственно, продвигать через другие сети. Допустим, вы в какой-то другой сети, ВКонтакте или Инсте, или еще где-то, где вы размещаете свои посты, делайте, что в моем приватном телеграм-канале вы найдете бонусы, найдете какие-то купоны на скидку на массаж или на какую-то дополнительную пользу. Вот, но раз уж мы заговорили с вами о бонусах, для тех, кто, как я обещал в самом начале, для тех, кто у нас досмотрел эфир, будут еще бонусы. У меня будет для вас просьба. Если вы сможете, ну кто сможет, не обязательно, но по желанию, кто сможет дать какую-то обратную связь по моему контенту, который я в целом, кто на меня подписан в YouTube, кто смотрит мои социальные сети, дать обратную связь, то есть пройти опрос. Вот здесь внизу появилась кнопочка «Забрать бонус». Там, если вы ее нажмете, вы получите бесплатный видеоурок по каналам трафика, как я и обещал в самом начале. И, соответственно, там сможете пройти опрос. Ни к чему не обязывающий, просто опрос о том, о чем мне вести контент. Я часто работаю над тем, чтобы улучшать свой контент, и мне важна ваша обратная связь. Если вы можете, то, пожалуйста, можете забрать бонус, бесплатный видеоурок, и пройти опрос на то, как мне улучшить свой контент. Этот пример я взял, ну не знаю, может кто-то знает такой, есть мистер Бист на ютубе, который делает ролики и просит свои ролики смотреть своих друзей и наблюдает за их реакцией. На какой секунде человек отключит его ролик. Соответственно, он анализирует это все и улучшает свой контент. Вот я вас об этом же попрошу. Если вы можете, пройдите опрос, подскажите, подсветите мне темы, на какие мне темы делать свой контент. Ну, те, кто здесь находится, наверняка видели как-то мои видео, видели мои посты в соцсетях. И было бы здорово, если бы вы непосредственно таким вот образом мне помогли. Но в ответ я вам бесплатный видеоурок по каналам трафика предоставляю. Вот, там нужно будет оставить заявку и непосредственно получить обратную связь. Так, ну тут поинтереснее вопросы, я смотрю, пошли. Что для тебя эротический массаж? Есть ли на него спрос у населения с твоей точки зрения? Ну, естественно, есть. Иначе, если вы наберете сейчас эротический массаж, вы найдете кучу предложения. А что рождает предложение? Конечно же, спрос. Спрос рождает предложение, поэтому есть на него спрос. Однозначно. Может, еще какие-то вопросики у вас есть? Можете написать. Буду очень рад. Николай, вы классно. Спасибо большое за информацию, что вы даете. Спасибо большое, Ольга. Очень приятно, очень рад быть полезным. Я тоже хочу быть полезным, как и все мы, кто занимается подобной темой. Так, от Ирины вижу вопрос. Было бы очень даже интересно эта тема.
Какая тема? Тема эротического массажа или тема социальных сетей? Или и то, и то? Так, как часто нужно выкладывать посты? Я уже говорил до этого, не каждый день, 2-3 раза в неделю будет достаточно. Главное, периодически. Главное, постоянство. Как в спорте, знаете, не важно, сколько времени вы тренируетесь, а важно, с какой периодичностью вы тренируетесь. Регулярно. Самое главное. Все ваши видео очень полезны. Эротический от расслабляющего чем отличается? Ну, я думаю, что так понятно, чем он отличается, эротический от расслабляющего. Разные вещи абсолютно. Эротический не делаю, не знаю. Ну вот у нас, как обычно, расскажите про одежду, костюмы для массажиста, какие удобные, качественные и так далее. Есть несколько фирм, ну, которые мне лично нравятся. Это Cherokee, Koi, которые у меня были. Они достаточно дорогие, но они импортные, поэтому я вот их предпочитаю. Покупаю на Wildberries или на Озоне, то есть там все это есть. Cherokee и Koi. Хорошие костюмчики, массажные, выглядят хорошо и носятся долго. Лучше купить один хороший, дорогой, чем несколько плохих, дешевых, которые выглядят не очень и быстро изнашиваются. Тему эротического массажа давайте для другого эфира оставим. Я, конечно, понимаю, что это прикольно, интересно. Но это не тема нашего сегодняшнего прямого эфира. Сегодня мы говорим про социальные сети. Так, ну раз кроме эротического массажа больше вопросов нет, смотрите, нажимаем на кнопочку «Бонус» внизу, оставляем заявку. Можно встретиться с моим маркетологом, которому вы сможете задать вопросы, которому вы сможете подсветить какие-то темы, на которые мне делать свой контент, и вы получите ссылочку на видеоурок от моего менеджера, то есть по тарифам, по каналам трафика. Внизу кнопочка под видео синенькая, бонус, на ней крупно написано. На нее нажимаете и там все поймете, как сделать дальше. Какой массаж больше спрос у женщин? Антицеллюлитный массаж лица, массаж спины. Все зависит от женщин. Все зависит от того, на какую целевую аудиторию вы работаете. Если вы работаете, например, на офисных работников и работаете с лечением, с болью, то массаж спины, шейно-воротниковой зоны самый востребованный. Если вы работаете в эстетике, то у женщин самый востребованный это лицо и антицеллюлитные, ручные, аппаратные техники. Вот. Поэтому такой массаж у женщин больше всего пользуется спросом. Вот как-то так, если кратенько. Спасибо вам, Дмитрий, за то, что присутствовали. Вообще всем спасибо. Так, ну давайте будем тогда завершать наш эфир. Пока не отключайтесь, я вам скажу кое-что еще. Вот, надвигается Новый год. Мы все подводим итоги. Надеюсь, эфир был для вас полезен. Обязательно вам рекомендую выбрать одну социальную сеть и работать в ней. Та, которая у вас получается лучше, ту и ведите. Обязательно считайте метрики, обязательно считайте охваты ваши, обязательно считайте деньги, клиентов учитывайте и все показатели. Потому что все, что мы можем посчитать, только на это мы можем повлиять. Все, что мы не считаем, мы на это повлиять не можем. Я это говорю вам со своего опыта. У меня опыт, я уже сказал вам, 12 лет, достаточно немало. И много достаточно времени я работал, стоя на одном месте. То есть я больше чем уверен, что в какие-то моменты моей практики я мог гораздо лучше двигаться, если бы обладал какими-то знаниями. Считал бы метрики, учитывал бы показатели. Но я этого не делал и много времени стоял на одном месте, потому что не знал, сколько у меня клиентов, не знал, сколько я зарабатываю, и делал за один и тот же прайс одни и те же действия. Поэтому я вам рекомендую подвести итоги года,
посчитать клиентов, посчитать деньги, сколько вы заработали, посчитать свои охваты в социальных сетях, своих подписчиков, все вообще показатели, которые можно оцифровать. Потому что только цифры можно измерить и, соответственно, как следствие, можно на них повлиять. Вот. Всем огромное спасибо за эфир. Было круто. Для меня это новый опыт. Я еще ни разу не вел вебинар вот в таком формате, с такой огромной задержкой, с таким вот переключением слайдов. Но мне кажется, в этом тоже что-то есть. Я многому сегодня научился. В том плане, что это было для меня как вызов. Да, я волновался. Сейчас волнуюсь меньше. И уже как-то все гармонично стало. Но за это благодарность вам. Потому что если бы не было бы вас, я бы тут не сидел бы и ничего не рассказывал бы вам. Спасибо большое. Вам спасибо всем, кто пишет. Огромное спасибо. Бонус забирайте. Там видеоурок. Я хочу быть еще больше полезным вам. Напомните, пожалуйста, имя, фамилию девушки, по которой вы рассказывали. Ее зовут Азизова Сайохат. Сейчас я вам покажу слайд ее. Вот Сайохат Азизова. Ну что, ребят, благодарю вас. Всех с наступающим Новым годом. И я думаю, что мы еще увидимся с вами в прямом эфире. Да, кстати, можем подписаться друг на друга все. Социальные сети, я не знаю, здесь, скорее всего, ссылки скидывать нельзя. Модерация не пропустит ссылки в комментарии. Но, надеюсь... Ну, можно, кстати, в комментариях к эфиру в канале, там обменяться. В телеграм-канале можете поскидывать в комменты свои ссылки, поскидывать свои отзывы на эфир. Будет очень здорово, если вы к посту крайнему о эфире напишите свои инстаграмы, напишите свои социальные сети, потому что эфир у нас был про социальные сети. И, соответственно, будет круто, если мы социальными сетями своими обменяемся и будем друг у друга черпать идеи, будем смотреть, как у кого что оформлено, как оформлены социальные сети, как кто ведет, как часто кто появляется в ленте, о чем пишет, о чем выкладывает видео и так далее. Вот последний пост, который вот в канале, вот здесь можно в комментариях в Телеграме написать ваши мысли, написать ваши ссылки на социальные сети. Я со всеми прощаюсь. Огромное спасибо вам. Было круто. Мне понравилось. С вами хорошо. Всем пока-пока. И давайте я буду отключаться. Доброго вечера вам.